Друзья, я снова всех приветствую. Сегодня у нас очень интересный обзор. На этот раз импортного микродвигателя авиационного. Это Thunder Tiger 61. Это, друзья, подарок от подписчика. Головко Денис подарил этот двигатель. За что, Денис, тебе огромнейшее спасибо. Цифра 61 говорит о том, что двигатель рабочим объемом 10,5 кубических сантиметра. Есть у меня здесь такая табличка по переводу этих непонятных цифр в сантиметры. На моем канале тестинг импортного движка будет впервые. Но тем не менее я его все равно разберу, чтобы показать вам внутренности. Попытаюсь увидеть разницу с отечественными советскими двигателями. Сразу скажу, что я немножечко влюбился в фирму Thunder Tiger. У меня есть один двигатель, который стоит на модели. Так вот, он просто сказочно работает. Он ни разу у меня не заглох. Все время держит режим и выдает весьма приличную мощность. По техническим характеристикам мощность 2 лошадиных силы на 15 тысячах оборотов в минуту. На этой мощности он потребляет метанольного топлива 700 грамм в час. Итак, что же здесь еще интересного? Ну, для тех, кто не в курсе, это калильный двигатель с карбюратором, имеющим возможность управления по радиоканалу. То есть здесь есть качалка и есть заслонка. Все это дело настраивается и можно запускать самолеты на радиоуправлении. Ну что, друзья, приступаем к разбору. Посмотрим, что у него внутри. Сразу же бросается в глаза, что на валу нет конуса. Как обычно это бывает на двигателях подобного типа. Но здесь зато есть проточка. И во втулке, соответственная проточечка имеется. За счет этого достигается плотная фиксация винта на двигателе. Что весьма, возможно, очень даже удобно. А на вот этом советском двигателе Радуга R10R как раз таки тот самый конус. Можете обратить внимание. Кстати, я немножко тюнинганул этот движок. Как видите, поставил закрытый подшипник. Сегодня мы запустим и его, чтобы сравнить мощности этих двух двигателей. Мощность будем оценивать по тяге. Потому что будем использовать одинаковые винты. У меня наконец-таки появились весьма совершенные винтики, хотя выглядят страшно. Ну и также можем сравнить, как будет тянуть винт, который я сделал своими руками. Это вот этот деревянный винт, я его сделал очень давно, еще в детстве. Первое, что бросается в глаза, это крепеж. Обратите внимание, здесь везде стоит качественный закаленный крепеж, шляпка под внутренний шестигранник. Двигатель имеет глушитель, что этот, что этот. Также здесь есть отверстие для наддува в бак. Без наддува такие двигатели нормально не работают, потому что карбюратор у них заточен, опять же, под присутствие некоего наддува в бак. Для чего нужен этот наддув? Перво-наперво, когда начинают идти пузырьки, то есть двигатель хапает воздуха, за счет наддува эти пузырьки воздуха очень быстро, мгновенно проходят, и опять начинается стабильная подача топлива. Ну и во-вторых, чтобы заткнуть можно было бак полностью, чтобы не было никаких дренажных отверстий, топливо поступает под постоянным небольшим напором давления. Оно здесь не особо большое, но оно присутствует. Тем не менее, если не подключать эту трубочку, то может сказаться на нормальном запуске и на нормальной работе двигателя. Карбюратор фиксируется так же, как на любом другом двигателе. Хоть советского, хоть какого-либо другого производства. Здесь есть уплотнительная маленькая резиночка. Смотрим, как он выглядит. Все ходит довольно-таки плавненько. И есть несколько винтов для регулировки. 1, 2 и 3. Основной винт, мощностной винт, чтобы настроить на максимальную мощность. Этими двумя винтиками настраивается холостой ход. Теперь снимем глушитель и посмотрим, что он из себя представляет. Я его уже запускал. Также я уже произвел кое-какую обкатку, но после нашей сегодняшней разборки фактически обкатку нужно будет делать заново. Пусть она не такая полная должна уже быть, но все равно за счет смещения гильзы придется немножко заново обкатать. Здесь мы видим глушитель, прокладочку, что очень хорошо, чтобы не сопливило из-под него. И можно увидеть окно. Какое гигантское окно и какой довольно-таки крупный там поршенечек бегает. Очень хорошая компрессия. Здесь есть один нюанс, травит вот здесь вот по кругу глушителя. То есть реально жестко бежит масло. Здесь либо не хватает резинки, либо как-то что-то недоточено, она очень плохо установлена. Это непорядок и нужно разобраться. Вот такая длинная шпилька. Конус. О!
нет никакой резинки. Ну вот это номер. Это очень-очень нехорошо. На конусе видно завихрение по кругу. Неужели так выходят газы из него? Сильно заморачиваться не стал, посадил пока на герметик его. Потому что резиночку такую найти пока что проблематично. Все застынет, будет очень все герметично и никаких проблем. Выдавленные остатки можно удалить. Снимаем головку. И снимаем заднюю стенку. Смотрим, что же там у нас. Для начала заднюю стеночку открутим, посмотрим. Затянуто не сильно. Вообще еле-еле. Вот так красиво все это дело выглядит. Коленвальчик, как обычно, немножко приржавевший. Это говорит о том, что нужно полностью мыть двигатели. Но я не видел еще ни одного двигателя, где бы был не ржавый коленвал, которые работают с добавкой нитротоплива. Нитрометана. То есть даже если мы его промываем, все равно полностью оно отсюда не вымывается. Все равно какие-то следы есть. Шатунчик видно очень качественный. С бронзовой втулочкой. Весь такой гладенький. Красота в общем. Сейчас покажу вам, как эта часть выглядит в советском моторе. Аналогичной кубатуры. Шатун, как видно, гораздо более мощный здесь. Но нет бронзовой втулочки. И коленвал, в принципе, все аналогично. Я думаю, разницы в мощности большой быть не должно. Здесь 10 кубиков, здесь 10,5. Ну, посмотрим. Ну, а теперь снимаем головку цилиндра. Опять же, закручена она не очень сильно. Вообще слегка закручена, ребят. Это новости. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Чтобы с завода так было затянуто, еле-еле. Я на аналогичном Thunder Tiger снимал головку, так там она была просто зверски затянута, аж трещал ключ. Смотрим. Вытягивается вместе с гильзой. Вот что мы имеем. Такая гильза, немножко нагарчика есть. Ну, я не буду ее здесь сдергивать с посадочного места. Пускай так и будет. Но поршенечек мы посмотрим обязательно. Вот так он выглядит. Ничего особенного. Поршенек алюминиевый, очень мощный. Внутри видно, нет никаких облегчений. Тело очень мощное у него. Практически нет никаких люфтов. То есть выполнен он очень качественно. Имеется отверстие для смазки, которое находится вблизи коленвала. Ну, то есть ближе к выходному отверстию. Получается, топливно-воздушная смесь, когда проходит через вот это отверстие, попадает вот сюда и тем самым смазывается шейка шатуна. Нагар непрочный, он просто тряпочкой отмывается. Смотрим на коленвал. Так как здесь нет подшипников качения, он очень легко вытаскивается. Очень мощный коленвал, очень тяжелый. Здесь есть что тюнинговать, что дорабатывать. Можно каплей сделать вот такое пологое дно, чтобы топливо-воздушной смеси легче было проникать в картер и в цилиндры. Также вот это место можно шлифовать. Здесь оно довольно-таки грубое, просверлено сверлом до закалки. В общем, такая конструкция, друзья. В принципе, меня это не удивило. Движочек сделан очень качественно, но конструкция самая обыкновенная. Нету даже подшипников качения. Втулка очень тоненькая и такое ощущение, что она впаянная, влитая в алюминий. То есть, ребят, простота конструкции опять же говорит нам о том, что все гениальное просто. Собираю, ставим на стенд, пробуем. Друзья, поставил движок на стенд. И что же мы будем делать? Во-первых, я его обкатал. Видно, бачок пустой. На старом топливе обкатал. Здесь остатки выжег. И будем использовать абсолютно новенькую банку с топливом. Мы же хотим 100% знать результат. Поставил сервопривод на газульку. Управляется все радиоуправлением. Будем использовать 3 винта. Во-первых, вот этот винт АПС 305 на 178. Он аналогичен, в принципе, по размерам моему самодельному винту. Можем сравнить два показателя тяги. То есть, настолько ли сильно будет уступать мой самодельный винт в тяге. Потому что ранее был большой скепсис по этому поводу. Зачем делать самодельные винты? Там он 200 рублей стоит. Ну, во-первых, не 200, немножко больше. Этот вообще под 700 рублей, по-моему, мне обошелся. Ну, то есть, это тоже АПС винтик, только с большой тягой.
Здесь диаметр 330, шаг 102, либо 13 на 4 и с буковкой W. То есть он вот такой вот плоский, такая лопата. Должна быть большая очень тяга на нем. Топливо 10% нитрометана. Так, есть. Это мы затыкаем отверстие, а сюда надув из глушителя. Этот двигатель очень часто заводится в обратную сторону, поэтому буду заводить с стартером. Итак, погнали! Как завелся, прогреваем, пока включаю весы. 0. На холостом тяга примерно 600 грамм. Ну, тут надо настраивать на минимум тяги. Газу. Ну, подрывает, ребята, он довольно-таки жестко. Смотрим, сколько тяги выдает этот двигатель с этим винтом. 305 на 178. Смотрим. Тяга 3,7 килограмма. Довольно-таки гигантская тяга, друзья. Сейчас измерим оборотики. Набалтываю. Примерно 10 400 оборотов в минуту. Глушим, пробуем другой винтик. Может быть, там тяга будет больше. Да, скорее всего. Заглушили. Сейчас поменяю на большой винт. Опять же, этой же фирмы. А самодельный мы оставим на закуску. Ну, кстати, тяги 3,7 килограмм у меня еще не было на канале. Это пока что самый мощный в этом плане двигатель. Хотя я испытывал на другом стенде, и ребята говорили, что там прям, ну, дико уменьшается тяга. Поэтому сегодня мы перепроверим все и посмотрим. Посмотрите, насколько этот винт больше. Интересно, какие будут обороты, потому что здесь шаг меньше. И, в принципе, он тоже способен на весьма большие обороты выходить. Но это все в теории, а на практике пока не попробуешь, не узнаешь. Надеюсь, этот винтик не разочарует меня. Брал специально для гигантской тяги. Стоит он весьма недешево. Поэтому, если разочарует, будет весьма печально. Итак, стартуем! Прогреваем. Ну а теперь полный газ. Друзья, примерно 4,3 килограмма. Это просто безумная тяга. Такой тяги еще не было, честно-честно. Вот это жесть! Интересно, какие будут обороты. Там были 10400, смотрим, сколько здесь. Так, даю на полную. Нифига себе! А ну-ка еще разочек. $11 800 оборотов. Представьте себе, можно даже еще больше винтик поставить. То есть по логике вещей, получается, сюда можно еще более крупный винтик ставить.
Вот этот даже вращался медленнее, но у него большой шаг, это в принципе не удивительно. Он на скорости будет раскручиваться, будет разгружаться и раскручиваться. В принципе, как и этот, он-то тоже будет разгружаться. Хотя он и сейчас не особо сильно нагруженный. В общем, такие показатели, друзья. С этим 3,7 килограмм тяги, а этот выдает большие обороты и большую тягу. У него 4,3 килограмма тяги ориентировочно. Теперь самое интересное. Ставлю мой самодельный винт, измеряем тягу и сравниваем с советским двигателем. Смотрим, какая тяга. Тяга, друзья, 3 килограмма 100 грамм. Ну, грубо говоря, 12 тысяч оборотов. То есть там было 24, это нужно поделить на 2. Что-то он не определяет вот эту полоску. Он считает сразу 2 лопасти. То есть получается, самодельный винт от супер крутого фабричного отличается на 600 грамм. Это довольно-таки существенно, но все-таки и этот выдает 3,1 килограмма, что как бы не так уж и мало. Теперь мы будем сравнивать с вот этим. Поставлю сюда тот же самый деревянный винт. 3,1 килограмма было. Посмотрим, на что способен вот этот легендарный старичок. Этот классический двигатель буду заводить вручную, потому что здесь нет такого кока подходящего. Серво также работает. Получается, на 150 грамм меньше тяги он выдает, чем вот этот движок современный. Ну, как по мне, это, ребята, просто фантастика. Потому что двигатель советских времен очень старый. Здесь очень, мне не нравится карбюратор, трудно его настроить. Вон что-то ссыт из-под него уже. Ну, я так подозреваю, если нормальный карбюр поставить, он будет поливать на все деньги. Вы видели, всего лишь на 150 грамм меньше тяги, так он и на полкубика меньше объемом. То есть, как бы, в принципе, то на то и выходит, то на то и получается с вот этим вот самодельным винтом. Как по мне, это очень удивительно, потому что движочек весьма древний, но в принципе по конструкции они одинаковые по сути своей. Ничего там с окнами не наворочено, как, например, на движках высокооборотистых. Поэтому все закономерно. В общем-то, на этом все. Такая вам пища для размышлений. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока. Блин, ну жуть как интересно. Тягу, максимальную тягу. Маленький бонус для тех, кто смотрит до конца. Три 9 килограмм максимум я видел. Не дотянуло до 4. Эх, жалко. Дважды бонус для тех, кто досмотрел до конца. Видео со старого стенда. Я тестировал вот это дело уже. Но мне это не понравилось, поэтому я и стал новый стендик делать. Но вам покажу, какая разница. Опять же с этим винтиком, чтобы вы почуяли разницу. Так, процесс пошел. Опа!
Если поделить на 2, то получается 11 500 оборотов. Теперь проверим тягу. Газу, 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 газу! Тяга с этим винтом получилась порядка 2,5 килограмм. Всех благодарю за внимание и всем пока.